но это долгая, почти 40-летняя история. Всем привет! Сегодня я расскажу вам об удивительных событиях, которые происходят в Сибири на озере Байкал. В ледяных водах одного из самых красивых озер мира у нас в России разворачивается совершенно новый инструмент для наблюдения за нашей Вселенной – нейтринный телескоп. Это поистине гигантская установка. Ученые планируют довести ее объем до 1 кубического километра. Почему телескоп, к тому же нейтрино? Как и что можно увидеть при помощи нейтрино и зачем тратить такие немалые деньги на исполинскую установку? Давайте разбираться. Начнем с того, что же такое нейтрино. Нейтрино было открыто на кончике пера великим теоретиком Вольфгангом Паули в 1930 году. Он отчаянно пытался спасти законы сохранения энергии импульса в радиоактивных распадах ядер. В этих распадах нейтральная легкая частица улетала, никем не замеченная, унося с собой часть энергии, и у физиков не сходился баланс. Другой великий физик, Энрико Ферми, назвал эту частицу нейтрино, что по-итальянски означает «маленький нейтрон», нейтрончик. К тому времени физики уже знали, что элементарными частицами ядра являются протон и нейтрон. Кстати, Ферми был учителем другого великого итальянца Бруно Понтекорво, который работал в Дубне и создал одну из самых мощных школ нейтринной физики в мире. Почти сразу физики поняли, что нейтрино должно настолько слабо взаимодействовать, что обнаружить его экспериментально будет почти невозможно. Вот вдумайтесь, чтобы поглотить хотя бы половину нейтрино, которые излучает Солнце в ходе термоядерной реакции, нужно залить свинцом все пространство от нас до Альфа Центавра. Слабость взаимодействия нейтрино оказалась его главной силой этой частицы и ключом к созданию нейтринового телескопа. Ключевая идея регистрации нейтрино заключается в том, что для компенсации слабости взаимодействия этой частицы нужно использовать огромные, по-настоящему огромные детекторы. Вот, к примеру, если собрать всех людей на нашей планете в одном месте, представим себе этакий Ноев ковчег, то он займет меньше половины объема такого детектора. Меньше половины кубического километра. Идея использовать такие огромные детекторы в естественных водоемах была предложена нашим советским физиком Моисеем Александровичем Марковым в 1960 году на одной из всемирных конференций по физике. Если ты в жизни сумел в природе задать какие-то вопросы и получить какие-то ответы, то это ты сделал то, что тебе и положено. Куда же будет смотреть такой нейтринный телескоп? Мы знаем, что в центре почти каждой галактики живет массивная черная дыра. Черная дыра пожирает все вещество вокруг себя и увеличивает свою массу за счет поглощения этого вещества из окружающих ее объектов, звезд. Найдены черные дыры массой в миллионы и даже миллиарды масс Солнца. Черная дыра при этом вихрем засасывает в себя окружающее вещество, и часть вещества выбрасывается в виде струи. Получается такой природный ускоритель частиц, огромный и очень мощный ускоритель. К сожалению, мы на Земле такие строить, скорее всего, никогда не сможем. Слишком огромный масштаб.
Но вот в этих вселенских ускорителях и рождаются нейтрино. Обнаружив нейтрино, мы сможем заглянуть в прошлое нашей Вселенной на несколько миллиардов лет назад и узнать, как образовывались галактики и какие драматические события происходили в те времена. Что же нам нужно, чтобы обнаружить нейтрино? Нужен очень большой объем воды или льда, но лучше воды, и чем больше, тем лучше. А вот некоторые нейтрино, которые родились в жутком пекле далекой галактики и выбрались из этих, не самых курортных мест во Вселенной, за 5 миллиардов лет преодолевают огромное расстояние и заканчивают свой путь, просто споткнувшись о ядро обычной молекулы чистейшей байкальской воды. Какая ирония судьбы. Ядро, конечно, вдребезги. В итоге нейтрино порождает целый зоопарк частиц, летящих в том же направлении, куда летела нейтрино. Многие из них обгоняют свет. Мы помним с вами из школьной физики, что скорость света в воде на 25% ниже скорости света в вакууме. При этом заряженные частицы светятся излучением, называемым излучением Вавилова-Черенкова, по именам советских физиков, обнаруживших его еще в середине прошлого века. Вот как раз это излучение и регистрируют специальные приборы – фотоумножители. Их размещают в оптических модулях, таких стеклянных сферах с электроникой для обработки сигналов. Оптические модули – это глаза нейтринового телескопа. 36 таких оптических модулей глаз закрепляют на струне из нержавеющей стали, которые мы называем гирляндами. И вот 8 гирлянд образуют самостоятельную единицу установки – кластер. В 2021 году в Байкальском нейтриновом телескопе будет уже 8 кластеров. И по эффективному объему наша установка станет крупнейшей в северном полушарии детектором и догонит по объему детектор на Южном полюсе. Конечно, нейтрино должно сильно ударить по ядру, чтобы образовалось множество частиц, которые будут светиться более ярко, чем просто одиночный трек мюон. Видно, как в один и тот же момент вспыхивает свой уникальный набор оптических модулей для каждого направления движения нейтрино. Поэтому такая установка может определять направление, откуда прилетела нейтрино. Вот почему это называется нейтринный телескоп. Отмечу, что точность определения направления в Байкальском нейтриновом телескопе самая лучшая в мире. Зачем вообще смотреть в небо в нейтринных лучах? Почему нам недостаточно обычных оптических телескопов? Да потому что мы гораздо точнее сможем понять и узнать характер физических законов, устройство нашего мира, Вселенной и то, как она менялась со временем, если будем изучать эти объекты с помощью разных инструментов. Электромагнитные волны – это наши глаза, гравитационные волны – наши уши, протоны, мюоны и другие частицы в космических лучах – это осязание, а нейтрино – это сканер, показывающий нам то, что скрыто и недоступно другим инструментам. Все это вместе образует новый, чрезвычайно мощный метод познания природы – многоканальную астрономию. Ну что, а теперь давайте посмотрим, как нейтринный телескоп выглядит в реальности. На Байкал! Байкал, друзья, прекрасен в любое время года. Сегодня восхитительный, морозный, солнечный день. Именно в такой день особенно хочется построить байкальский нейтринный телескоп. Март 2021 года. Озеро Байкал, Россия. Мы в ледовом лагере Байкальского глубоководного нейтринного телескопа. Слаженная команда из Института ядерных исследований Российской академии наук, Объединенного института ядерных исследований, Иркутского государственного университета совместными усилиями создает новый кластер на Байкальском телескопе. Давайте строить Байкальский нейтринный телескоп. Время делать науку в России. О, Максим, доброе утро. Приветствую. Добрый день, Григорий. Какими судьбами у нас?
Ты вот мимо шел, решил заглянуть. Самое время в обед. Обед? Да, Обед обед. надо еще Прекрасно. заслужить. Работать надо. И Хорошо. работать. Все. Все, готово. Это и есть тот самый оптический модуль «Зоркий глаз» Байкальского нейтринного телескопа. Сейчас мы его отправим на глубину ловить загадочные нейтрино из космоса. Майна! Есть Майна! Все нормально? Да, все в порядке. Так, пошел. Модуль ушел. Есть погружение. Так, ну все, модуль ушел. Тест оптики через пятипиновый. Тест прошел, питание снято. Хорошо. Отлично. И самое интересное, что мы ловим те нейтрино, которые родились еще до того, как родилась наша Солнечная система. Григорий, у нас ЧП. Что случилось? У нас вот потерялся наш водолаз. Нужно срочно вытащить третью гирлянду 4-го кластера. Метку я дам, поможешь? Ну, поможем, сделаем, конечно. У тебя же есть доступ? У меня есть доступ. Куда у меня есть доступ? Ну, вообще-то, у меня, наверное, есть доступ. У меня вообще-то куда угодно есть доступ. Вы наверняка всегда мучились вопросом, но стеснялись спросить. Вот, если какой-нибудь модуль вышел из строя, как его найти? Где-то у нас под ногами располагается гирлянда. Самый близкий оптический модуль находится на глубине 750 метров. А где сам кластер? Прямо под нами или там? Или вообще где-то там? Раньше байкальцы пользовались старинным специальным геодезическим прибором – теодолитом. А сейчас на дворе 21 век. И, конечно, метка, которую мне дал Игорь, это координаты через ГЛОНАСС или GPS. Точность у него до 2 сантиметров. Значит, план у нас такой. Вот мы выпиливаем майну. Верхняя часть гирлянды тянется вверх при помощи буйков. До буйков от нас, метров 25. Водолаз ныряет, находит буйки, привязывает к ним веревку и всплывает. Ну и я вот сюда вот куда-то и нырну. Обожаю я в марте пилить лед. Мое любимое занятие. Все, справились. Тогда вот так. Вот, хорошо. О, Максим, приветствую. А я нерпу видел. Ко мне подплывала. Знаю. Это сотрудница нашего института, она следит за безопасностью водолазов. Ну, она еще и на подставке ВИЕ работает. Григорий, а почему вы-то ныряете? Так водолаз потерялся. Нашел? Да, вы нашел, тяни. Тянем! В прямом эфире программа «Наука и жизнь». В эти минуты на берегу озера Байкал
идет строительство 8-го кластера Байкальского нейтринного телескопа. Оно ведется силами международной коллаборации под руководством ученых из Института ядерных исследований Российской академии наук и Объединенного института ядерных исследований из Дубны. Введение в строй нового кластера позволит установке на Байкале догнать по эффективному объему IceCube – нейтринный телескоп на Южном полюсе. Он до сих пор считался самым крупным в мире. Поскольку установка развивается достаточно активно и крупномасштабность проекта очевидна, то в северном полушарии мы будем самой мощной установкой. С нами в студии директор ОИЯИ, академик Российской академии наук Григорий Владимирович Трубников. Григорий Владимирович, здравствуйте. Не могли бы вы рассказать нашим зрителям, что вас впечатлило на Байкале больше всего? Конечно, это прежде всего люди. Талантливые, выдающиеся, очень целеустремленные. Ну и высокие технологии. А еще лед, бензопила, холодная вода и нерпы. Нерпы? Нерпы. Она же живет в воде, но при этом дышит воздухом. А как ей плавать и жить на Байкале, который 2 месяца в году покрыт метровым слоем льда? Действительно, и как? Ну как, она выбирает место на поверхности и не дает ему замерзнуть, постоянно пробивая своим носом тонкий лед. И мы на самом деле делаем то же самое. Иногда утром даже не поймешь, чья это майна, наша или нерпа. Ростислав, а зачем у вас в руках копье? Это есть пишня, инструмент, который мы каждое утро делаем такую маленькую физтренировку. Дело в том, что ночью нам вода замерзает, и потом каждое утро нам надо просто лед разломать механически, из майны выбросить, потому что мы то ли поднимаем, то ли опускаем в воду оптические модули, очень как-то, я бы сказал, деликатные инструменты науки. Ну вот это у нас последний оптический модуль на этом кластере, который мы поставим за сегодня. Сейчас он опускается в майну, куда до этого ушел мой сотовый телефон сегодня утром. Эти нейтрино нужно выделить в данных, восстановить и так далее. Нужно откалибровать установку. В общем-то, 10 месяцев в году мы занимаемся обработкой и анализом данных. Только 2 месяца в году приезжаем сюда и монтируем установку. Слаженная команда, ребята активные, целеустремленные. Вот это акустический модем. Он нужен для того, чтобы определять координаты и положение всего стринга и, как следствие, всех оптических модулей на нем. Вот, а здесь у нас очень интересное явление природы. Среди горы ящиков сидит человек, который тестирует то, что находится внутри этих самых ящиков. И работы у него непочатый край. До самого заката солнца. Байкальские мужики настолько суровые, что вот это сыграют рельсами. Так нельзя. Давай. Повернем сюда. Сюда повернем. Не так комбинация сложилась. Эксперимент имеет большую историю. Мы начинали эксперимент в 1981 году, когда образовалась лаборатория нейтриной астрофизики в Институте ядерных исследований, которой руководит Григорий Владимирович Домогацкий. Мы по существу первыми в мире поставили первый подводный эксперимент нейтрино. Это была установка НТ-200 здесь на Байкале. Ну а вот сейчас создаем, по-видимому, будет это первый кубокилометровый детектор подводный в мире. Тоже мы надеемся, мы создадим на Байкале.
Итак, мы в береговом центре Байкальского нейтринового телескопа. Сюда стекаются все данные. Здесь происходит первоначальная обработка информации, и вся эта информация передается дальше по быстрым каналам в Дубну, в Москву и к нашим зарубежным другим коллаборантам. Именно эти данные помогают нам узнать, как все устроено, как образовывались галактики. Соответственно, мы будем знать их прошлое, а значит будем знать и будущее. И нейтринный телескоп, который мы здесь создаем, становится неотъемлемой частью нового направления в науке – многоканальная астрономия. Министр науки и высшего образования Валерий Николаевич Фальков и директор ОИЯИ Григорий Владимирович Трубников подписали меморандум о взаимопонимании. В нем говорится о развитии Байкальского глубоководного нейтринного телескопа Байкал-GVD, а также экспериментальных исследованиях в области нейтринной астрофизики высоких энергий, нейтринной астрономии и физики нейтрино. Церемония подписания меморандума состоялась в ледовом лагере. Менее 1 метра льда отделяло высоких гостей от бескрайней пучины, хранящей Байкальский нейтринный телескоп. Эта установка способна заглянуть в далекое прошлое нашей Вселенной, в те времена, когда еще не существовало не то что жизни на Земле, а и самой Солнечной системы. Ой, черт, какая холодная вода! Григорий Леонидович, воду подогрел, можно нырять. Другое дело. Подогрел. Где Наумов? Подожди. Да нормально все. Нет, когда вылез, уже не холодно. Мышцы не сводит почти. Да говорят, целого академика привезли. Ходят, проверяют, как мы здесь работаем. Нейтрино ищет. Оказывается, зачем? Чтобы узнать, как Вселенная развивалась. Правда ли, что активное ядро может так жарить, что мама не горюй. Фотоны, нейтрины, ядра. Это ж многоканальная астрономия. Ты что, не знаешь? А я просто сварщик. Мое дело, чтобы все выдержало. Да выдержит, конечно, что, первый раз, что ли?